Мы в эфире, Серега. Всем Так, привет. всех приветствую. Всех приветствую. Спасибо, что присоединились в этот голосовой эфир. И не только голосовой, на всех экранах страны. Показывают в Ютьюбе, в домофоне вашего любимого подъезда тоже показывают сегодня голосовой эфир. Видеоэфир, да? Даже в Телеграме и то картинку можно разглядеть в моем канале. У нас с запозданием, Надо было правда. еще, надо было еще и в Серегин канал бахнуть. В общем, сегодня задача следующая. Познакомить вас с проектом Хронотех, это раз, а сообщество Хронотех познакомить с проектом Марсдау. Поэтому здесь у нас сегодня Сергей Сергеенко. По интернету такой мем гуляет еще с лохматых криптовых времен, там, где такой лысый мужик в наколках, короче, хомяка стрижет. Так вот, это про образ Сереги Сергеенко, на самом деле, по интернету бегает. Вот, Серега настоящий динозавр, мастодонт этого рынка, один из самых первых, наверное, людей, ну, не последних точно, кто провел в свое время, когда это был мейнстримом, ICO проект Хронотех, вот, не бросил его, не, как говорится, не заскамился, не забросил, а до сих пор тянет эту лямку. Хотя, если бы Серега ничего не делал эти годы, наверное, он был бы уже очень богатым человеком, если бы он не делал ничего. А так как он постоянно что-то делал, вот, состояние его э, уменьшается, вот, а проект Хронотех до сих пор живет благодаря этому человеку. И это замечательно. Не просто живет, а еще и развивается. Поэтому это интересно. Вот, мало кто знает, люди в основном токены все воспринимают как токены, там, тайм, и хлопают в ладоши, что когда что-то листится, и больше как будто ничего хорошего не происходит. Все ждут листингов, как манна небесная. На самом деле листинги ни на что, собственно говоря, не влияют. Влияют только на доступность токена. И в любом проекте надо разбираться. И очень плохо, когда сообщество не понимает, какой масштаб представляет сам по себе проект. Поэтому вот с проектом Хронотех стоит познакомиться, потому что этот проект точно нужно изучить поподробнее, что внутри него входит. Это тоже целая экосистема с набором продуктов. Вот. И токен, который торгуется на топ-биржах, в том числе это один из немногих проектов, если так можно назвать, хотя, наверное, Хронотех нельзя назвать проектом из СНГ все-таки. Все-таки Серега у нас в Австралии тусуется вместе с кенгуру. Да, как Вот, раз сейчас. прыгает по утрам там. Вот, поэтому это полноценный австралийский, наверное, проект, вот, токен которого торгуется в том числе и на бирже Coinbase, вот, что не может не радовать. Это очень круто. Поэтому моя задача сегодня всех познакомить с Хронотехом в первую очередь, но потом, если останется время, про Марсдау рассказать, потому что вот эту трансляцию, я уверен, что и сообщество Хронотех, но тайм, давайте так называть, смотрит тоже, и тоже будет интересно, что мы такое делаем, потому что мы тоже персоны еще те, вот, про которых на рынке много чего говорят, вот, и по-разному относятся. Вот, поэтому хочется, чтобы о нас хотя бы знали, что мы делаем. Вот, а не просто токен, шмокен. Это все, конечно, прикольно, но мы делаем намного больше, чем кажется со стороны. Если особенно в этом не разбираться. Вот обычно не разбираются. Серег, спасибо тебе огромное, что пришел. Я тебя рад приветствовать вот сегодня. Что, Спасибо, расскажешь Влад. о себе? Да? А я смотрю, у меня здесь такие окошечки, я вот так посередине сделаю. Все, зрители, привет. Я теперь в камеру буду смотреть. Да. Влад, спасибо за интро такое модное, да. У нас в Телеграме, кстати, 40 вьюеров, в пике было 50. Так что прекрасно. Да, Влад, спасибо за такое интро прикольное, как всегда, приятно. И огонь. Я хочу начать с того, что вспомнить, как давно мы друг друга знаем. И что когда мы первый раз познакомились, мы на самом деле друг друга хуями крыли. Вот. Но потом как бы мы стали видеть eye to eye, что называется, и как бы все наладилось. На самом деле и Влад, и я, мы очень давно в крипте и в этой всей теме, да, и пытались, и отчасти мы знамениты тем, что вовремя чуем рынок и вскакиваем или пытаемся вскочить в вагон того, что движется. Так что респект Владу, респект его комьюнити или ну, давай скажем, секте.
Так что, вот. Я это имею в виду в самом, естественно, хорошем случае, ну, в самом хорошем смысле. Смотрите, про Хронотек. Мы раньше назывались Хронобанк. ICO было в далеком 2016 году. Это было одно из первых, на самом деле. Там, ну, мы были на тот момент, мы так даже собирали топ-10 всех ICO. По-моему, даже на четвертой, по-моему, строчке были. И где-то там. Проект, короче, про заработную плату и про оплату труда в любом ее проявлении. На данный момент реализовано следующее. Есть самая большая в мире крипто-фриланс-площадка, то есть у нас 120 тысяч фрилансеров. То есть если вам что-то надо, чтобы кто-то вам сделал, или вы умеете что-то делать сами, весьма рекомендую. Можете, как нас найти, можете либо написать крипто-фриланс в Гугле, либо сайт называется LaborX, да, то есть Labor Exchange, соответственно, ну, не надо объяснять почему. Также у нас есть есть платформа, которая одним кликом может распределять зарплаты в крипте. То есть это довольно прикольно. Также у нас есть биржа лицензирован с лицензией Австралии. И так по мелочи много всего. То есть мы в свое время много инвестировали. И, соответственно, у нас есть много э, ну, проектов партнеров. С точки зрения того, почему вы о нас не знали до сих пор, если вы о нас не знали до сих пор, это то, что, скажем так, до недавнего времени мы очень хорошо разрабатывали, но очень плохо продавали готовые продукты. Сейчас мы, как заметно, наверное, начали этому продаже и маркетингу уделять гораздо больше внимания, и, соответственно, поэтому мы здесь. Я очень, скажем так, рад опять же, я очень рад иметь в своих партнерах и друзьях Влада и Марсдау, и я уверен, нам предстоит очень большой и продуктивный путь по всем направлениям. Так что как-то так. Круто. Ну, LaborX действительно крутейшая платформа. А еще мне нравится то, что реально, когда в Google поисковик заходишь и пишешь там это крипто фриланс, например, да, там, и то LaborX на первом месте выпадает. Сейчас еще разочек попробую прям здесь. Крипто фриланс. Ну вот, огонь. Сейчас в канал даже запущу. Сейчас этот, как его, крипто-джобс тоже будет на первом месте вскоре. Это просто, понимаешь, проблема, знаешь, в чем была? Что когда мы начинали, когда народу говоришь, вам заплатят Мгм. битком. Они говорят, что здесь сегодня мотивироваться же можно, да? Ну, не часто. Наверное, Да. да. Слушай, Вот, Серег, а и скажи, народ, пожалуйста, это такой момент, а что за платформа у вас, которая зарплаты распределяет? Как она называется? payment, Вот мне даже. payment X, payment X. Payment Я- X? Круто. да. Круто. Ну и вот, Как и там работает? когда, ну, условно, у тебя есть там 100 человек, которым надо зарплаты заплатить. Мгм. Ну, они там все инвойсы там шлют или что-нибудь, ну, чтобы Мгм. ну, каждый шлет, сколько ему там надо зарплаты, если это не автоматически, если она меняется каждый месяц или каждую неделю или каждый день и так далее. И одним кликом ты просто заливаешь, ну, с одного кошелька авторизируешь, и с этого кошелька просто всем распределяется настолько, насколько насчитано. Круто. Ну, то есть это как бы довольно актуально в наши турбулентные времена, так что довольно как бы прикольно. Вот. А, Окей. Так что также, блин, ну, там дофига всего. Наверное, о некоторых вещах я не могу говорить, потому что финальная подпись еще не там, но узнаем, как бы, узнаем в правильное время. Смотрите, Понял. что я хотел сказать, что Серега когда не мы хочет говорили, нам говорить то, что он, может быть, купит криптоджоп, да, Серега? Об этом? может быть, да, Шучу. да, нет, там, кстати, побольше даже новости, ну, посмотрим. Вот. Не, CryptoJobs, конечно, там, цель стать первыми и в этом Google запросе. Причем органики очень много идет именно с этого, и большинство трафика у нас идет органика. Но с другой стороны, как бы 120 тысяч человек и фрилансеров, которые довольно активные, это тоже как бы, ну, не в так и срать. Так что нормально. Ну да. Ну и фишка в чем? Почему, скажем так, наш путь такой долгий? Это потому что когда мы в 2016-2017 году говорили народу зарплату в крипте, обычно нас, смеясь, плевали прямо в лицо.
Понимаешь, и никто как бы ничего не хотел. Какая крипта вообще совсем, что ли? Тогда только USDT зарождался на секунду. Там еще USDC не было, еще там, естественно, BUSD не было, стейблов не было. Платили только в эфире и в битке. То есть, а сейчас к этому пришло. Особенно если бы в прошлом году, до того, как криптозима наступила, я всех спрашивал, вот просто иду там по улице, спрашиваю всех, и все говорили, я бы предпочел в крипте. Особенно если это дело происходило в странах СНГ. А почему? Потому что, ну, очевидно, крипта или деривативы криптовые там, стабильных валют, они довольно, ну, скажем, они расцениваются э, как более перспективная вещь, чем валюты тех стран в СНГ. Вот и все. И с этой точки зрения это, конечно, был огонь. Так что как-то так. Но тем не менее, да, там зарплаты и так далее. И с точки зрения зарплаты я хочу еще нам объяснить мотивацию, почему зарплаты. Если мы посмотрим везде в мире и в нашем в нашем мире все то, что мы делаем, к чему сейчас привыкли, а, оно прошло через определенные революции технические, да, то есть мы вызываем, условно, такси, используя смартфон, Uber и так далее, да, мы заказываем еду куда хотим, когда хотим, мы покупаем билеты на самолет одним кликом на телефоне, условно. А единственное, что мы не делаем, это мы не зарабатываем так, то есть мы зарабатываем все еще так, как мы зарабатывали а, э, 200 лет назад, когда случилась индустриальная революция. То есть, и это, я считаю, неправильно, и я считаю, здесь потенциал для революции очень большой, и крипта как раз этому сопутствует. Я дам пример. А, Примерно, то есть мы стараемся делать, идем к тому, что делать такие вещи типа continuous pay или постоянная оплата. Это что значит? Это вы начали работу в 9 утра, в 9:56 вы проверяете свой баланс, и вы видите 56 минут вашего времени уже оплачено у вас на кошельке или на счету, как удобно. То есть и вот это мы можем сделать, и это просто феноменально, и это просто революционно. Ну, мне не надо, я думаю, вам объяснять то, что, насколько это круто и продвинуто. Так что как-то так. Скажи, Поэтому Влад, тайм, Серег, поэтому тайм называется, типа, как в фильме, типа, плати, ну, типа, там время жизни оплачивает. Вернее, да, да? да, да, самое интересное, ну, видишь, мы на самом деле придумали тайм до того, как посмотрели фильм. Ну, никто, конечно, в это не верит, но это так и есть. Но тайм, видишь, это с точки зрения маркетинга, да, мы еще, опять же, не начали даже это использовать, но тайм это, в принципе, единственный ресурс на этой планете и вообще в этой вселенной, который должен стоить дорого и на самом деле невосполним с точки зрения людской жизни. Так что, ну, именно поэтому мы назвали токен так. Нам, конечно, чутка не повезло пару лет назад, когда Рагпул Time Wonderland А. украл наш тикер и обосрал все чутка. А так, в принципе, все нормально. Как бы мы, мы одни из оригинальных токенов, которые там были. Мы даже были на первой странице, для тех, кто помнит. Да, да, я помню эти времена, на самом деле. И это реально М. рок. Но вообще рок в том, что ты, короче, до сих пор идешь этой дорогой. Вот, и вообще еще и развиваешься. И дальше другие уже все старенькие. Я смотрю, там много кто это на покой пошли. Вот. Нет, бро, смотри, ну как у нас, как бы, ну так же и у тебя, у нас у всех есть возможность, кто оригинально в этом деле был. У нас у всех есть возможность, на самом деле, без шуток изменить мир. Будь Да. то, будь то зарплаты, будь то то, что вы делаете. Это, ну, в смысле, это феноменально. Ты был один из первых, который карточки начал готовые делать. Понимаешь, это тоже в тот момент, когда народ еще, понимаешь, опять же, тоже говорит, как это вообще совсем что ли. Понимаешь, и если бы этого не делали, было бы, конечно, ну, было бы скучно. Но зато я скучал бы, наверное, там, имея там 100-500 Роллс-Ройсов и много яхт. Ну, зато не так, наверное. Зато не так бы было весело. Слушай, Серег, у тебя же в пике состояния было больше миллиарда долларов. Вот так-то. Ну да, так было, да. Ну, прикольно. Не, ну это, Слушай, видишь, это как это, знаешь, это галочка такая, то есть там миллион, это как миллион до 30, миллиард до 40. Вот, ну это да. в пике, да, было. Ну, опять же, пик, поэтому и пик называется, что было до всплыва. Да. У нас в СВО, Индау есть СВО мне чуть пик понасрало. Михаила.
Шучу. Да, Слушай, скажи, а какой твой проект вот самый важный, вернее, продукт внутри Хрона, на который ты делаешь самую большую ставку? Это LaborX? да, на данный момент это LabRX. А, а, ну, скажем так, после совещания с а, с одними желтыми ребятами, да, там очень понравилась вот эта вот оплата, которая однокликовая оплата. То есть поэтому, я думаю, на это стоит немножко распылиться. Но LaborX это, в принципе, основной продукт, который, в принципе, идет очень хорошо. На самом деле, на прошлой неделе была рекордная неделя по количеству sign-ups, и у нас в день приходило по 3000 человек. То есть новых фрилансеров, которые присоединяются к платформе и выставляют то, что они хотят сделать за крипту. То есть у нас двухсторонний фриланс, да, то есть есть люди, которые говорят, сделайте мне что-то, то есть они, получается, драйверы, инициаторы процесса, да. Нарисуйте мне картинку, задизайните мне что-то, напишите мне текст и так далее. А есть люди, которые говорят, я сделаю то-то за столько. То есть и вот этих вторых людей у нас добавлялось, ну, 3000 добавляется от 1000 человек в день. В пике на прошлой неделе было 3. Это вообще сила. Круто. А какой утилити тайм получается внутри LaborX? А, да, смотри, так как я говорю, я еще раз повторю, 120 тысяч человек, если ты, допустим, идешь, и их там несколько utilities, да, но для разгона следующий. Если ты, допустим, скажешь, ребята, протвитите, ну, прорекламируйте мне Markdown, а, ну, и разместишь эту работу на LaborX, ты получишь минимум, наверное, 300 ответов. 30 запросов на это дело. И, соответственно, если у тебя больше там 30 запросов, то ты начинаешь уже теряться в том, кто что предлагает, и, соответственно, ну, это не очень хорошо. Поэтому, если у фрилансера есть тайм, и в зависимости от того, сколько тайма у него есть, он показывается выше в выдаче. То есть это одно из utility. А второй utility, если у тебя есть тайм, и ты используешь эту платформу с любой стороны, со стороны заказчика либо фрилансера, то тебе, в принципе, идет кэшбэк, и, и цена платформы тебе может дойти до нуля. То есть если у тебя есть определенное количество тайма, то платформа, используя фриланс-платформу, тебе ничего не стоит. То есть это второе. Также мы как бы всегда придумываем новые utility, но пока что вот эти два основных. Слушай, на самом деле фриланс-рынок-то огромный, но капиталоемкий, офигеть какой. Вот, я всегда задавался, на самом деле, вопрос, почему не выделили в отдельное направление поиск и размещение, поиск, во-первых, фрилансеров, во-вторых, размещение, во-вторых, просто джоб-сайт. На самом деле, вот, ну, ты знаешь, так же, как и я знаю, так как любой другой фаундер проекта знает, как трудно, короче, искать людей, которые но которые в рынке, которые понимают, что хотят делать. Вот трудно, очень трудно находить, поэтому приходится выращивать. Благо у нас там академия есть, из которой куча людей заинтересованных вываливается, и мы их по дороге там так или иначе кого-то подбираем. И нам везет с этим, потому что у нас академия построена. А так реально было сложно. Вот. И продать себя сложно как специалисту, я имею в виду. Так это. Поэтому с Мега. такими сайтами будущее. Ну, не будущее, а уже А, настоящее. Это охереть какой капиталоемкий рынок. У тебя какое-то осознанное прям было видение, типа, я хочу сделать вот сайт для фриланса. Вы как-то нет, рынок... смотри, у меня, если прочитать оригинальную white paper, то у меня было видение вообще утопическое, что, знаешь, мы берем условно там среднюю зарплату по миру, и эта зарплата превращается в человек-час потом там с таймом взаимодействует, и человек-час оплачивает все зарплаты во всем мире. То есть там даже адская такая математическая модель была. Там, это, если честно, одна из самых крутых white paper, которые я когда-либо читал. То есть, ну, здесь весьма рекомендую, ребят. Осознанно было то, что я понимаю, насколько неэффективна сейчас оплата труда хоть кому. И понимаешь, и вот мы можем посмотреть, что, допустим, случилось там в самой большой стране в мире, когда там немножко когда все там, скажем так, пошло по одному месту. Понимаешь, и как бы зарплаты, и получение зарплат и так далее, все как бы ну, почти встало. Особенно если ты, допустим, с Западом работаешь. То есть и здесь получается такое, что ну, на самом деле зачастую э, то, как людям оплачивают их труд, это неэффективно. То есть, условно, если ты идешь, ну давай как пример, там Big Four, да, PricewaterhouseCoopers какой-нибудь, ты там сидишь, и если ты часть команды, то можешь сидеть там всю жизнь и всегда работать на полшишечки.
или ты можешь там жопу рвать, и у тебя все равно зарплата будет такая же, как у человека, который сидит там, работает на полшишки, потому что, условно, ты там не очень лижешь жопу вышестоящему руководству. Понимаешь, здесь, скажем так, поле не паханое, и фриланс это только начало. Фриланс это просто было удобно для людей понять, что это такое. На самом деле это третья итерация платформы. Мы сначала сделали мега-платформу, где там можно было там, менять сроки, можно было там делать там зарплату, давать взаймы и так далее. Но это мы делали, когда эфир стоил $20, да. Ну, соответственно, мы думали, что все прекрасно, все всегда так будет, да. Потом, когда, знаешь, там один контракт начал стоить $800 просто за исполнение, мы быстренько как бы переобулись, включили там Polygon, Binance и так далее, и упростили контракты. И по факту сейчас это фактически escrow контракт, который с временным ограничением. Вот. Соответственно, это просто людям проще понять фриланс на данном этапе времени. Потому что, опять же, как я говорил, 5 лет назад, 6 лет назад, когда ты говорил там зарплату в крипте, все на тебя начинают с такими глазами, такие, ну что, ребята, совсем что ли идиот? Вот и все. То есть это только начало. Не, круто, сейчас рынок готов к этому. Не, по white paper понятно, Иншаллах. почему тогда такой залетел. Тогда рынок был другой. Раньше рынок, вспомни, это же крипторомантика была. Все хотели мир Ну, изменить, конечно. поменять, по-другому сделать. Поэтому Да-да-да. такой летел. А сейчас, если Да-да-да. ты заметил, ну тоже заметил, сейчас уже все больше в бизнес превращается. Именно ты должен делать продукты, которые реально имеют модель, короче, который умеет зарабатывать, и потом ты в это каким-то образом завязываешь тот токен, который ты создал. А как правило, проекты все создавались на какой-то идее, на какой-то мечте, и потом по дороге трансформировались, чтобы жить, чтобы выживать. Мне нравится, вот как сейчас как Хронобанк трансформировался в Хронотех, и что появляется. Я, например, точно понимаю, какой капиталоемкий рынок фриланса, осознаю. Вот. И если его сейчас забрать, именно криптового, и сайты, типа HeadHunter, М, но в крипте, то это Да. золотая жила. Просто вот последний, например, хедхантинг мы заплатили, там вот мы сейчас там искали несколько девелоперов, и мы привлекали там агентство, мы искали в новый продукт, в наш там, Мгм. в один, который через фонды поведем, такой уже более понятный, с SEO, с бордом Мгм. Ну иностранным, да. SEO иностранным, короче, все вот это вот петрушка. И мы туда сейчас команду собирали. Вот мы заплатили каких-то конских денег. То есть там нам один разработчик найденный. То есть в итоге обойдется $60 000. Вот так. Ну да. Может такое быть. Ну, в смысле, Естественно, это когда ты у бесспорно себя все так, это да. аккумулируешь, да, все это у себя Здесь, заккумулируешь, это огромный капитал. Поэтому эта штука должна полететь. Вот. Что еще да. интересного у вас? Ну, этот, как его, у нас, скажем так, другой продукт, который у нас есть, это CGO, который, ну, сейчас можно не говорить, ну, потому что там еще рано, но Загнул. Серега, я тебя так обожаю, короче, то, что ты, короче, такой, какой есть. Таких людей очень мало на рынке, которые не пытаются казаться кем-то, а которые просто такие, какие есть. Еще у нас какой-то еще проект, который да не, загнулся. не, Но я, он я, вроде я пока к не чему это загнулся. говорю? Это я к чему это говорю, что сейчас, скажем так, один из моих партнеров тусит в Замбии с Виталиком Буториным. Вот это Мгм. по поводу этого. CGU, все там о работах для стран третьего мира, Да. где люди получают там условно 2-5 долларов в сутки. И на самом деле глобальная цель, мне не верят, когда я такое говорю, ну, у меня лично глобальная цель сделать так, чтобы скажем так, самые бедные 2 миллиарда людей на этой планете получали как минимум 5 долларов в сутки. И это, ну, можно на калькуляторе там прикинуть, сколько это вообще денег. И это просто пипец. Ну Ну, да. то есть по Слушай, поводу CPU, у емкости вас же рынка. там в этом проекте, там даже Binance Labs, по-моему, да, заинвестил? Да, инвестор, не Labs, а этот Видите? Binance Chain, BNB. А, То NVChain. есть Binance Labs включается, когда инвестиции больше миллиона. До этого идет Binance Мгм. Smart Chain. Ну, то есть у нас Мгм. инвестиции к ним были меньше миллиона, и поэтому Binance Smart Chain. То есть там у них тоже быстро все формируется и переделывается. Так, сори, я двигаюсь, значит, даже Да, я старею, знаю, видать, колен. мы общались с Binance Labs, вот, по Вотофарму, и они нам сделали офер Да. даже на Вотофарм. Но там такие М. кабальные условия, то есть там из серии надо прям это в мостик встать, короче, и стать это,
и стать А, полностью контрольным, поэтому туда не пошли. мы хорошо, что мы с ними общались до того, как они начали условия такие выдвигать. Так что все, так что это все, а, так что это все как бы нам повезло. То есть у нас нет таких условий. Но я знаю, о каких условиях ты говоришь, там такие очень адские. Ну да, 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 да. Вот. И после этого они, ну я не могу сказать, что это как-то связано напрямую, но после этого, если зайдешь сейчас на CoinMarketCap, в любую именно DEX, Мгм, откроешь маркет, например, вот даже у Тайма, и вот где мгм, PancakeSwap, там нажмешь Time в VBNB, открывается какая-то мгм, крота, мгм. вот, которая типа DeFi рынок смотрит. И это вот появилось после нашего диалога между вот А ты к Farm тому, что и ты к тому, что этот по Binance Labs. старинке, все, по старинке небольшой хасл, Это типа, как, окей, знаешь, ничего. получить уже инвестиции от Binance, это как получить инвестиции, мне кажется, от Сбербанка. Ну, то есть тебя дальше просто трахают, короче, и все. Ну, а Сбербанка, мне кажется, хуже, потому что тебя не только трахают, и, как бы местные, это ты еще, значит, ты еще становишься токсичным для всех остальных в наше время. Ну, наверное, ну, да, мы сейчас здесь наговорим на пару исков, короче, поэтому лучше не стоит, наверное. Слушай, Серег, а еще, знаешь, этот вопрос тебе задам. Ты на Coinbase, вот. Я Да. знаю, какой комплайнс на Coinbase. Я знаю, как Мгм. туда попасть. Вот, там либо, короче, как-то очень повести должно. Знаешь, как, кстати, Криптериум на Coinbase попал? Нет, не знаю. Ну, сейчас тебе расскажу. Там просто один чувак из Coinbase, ему нужен был какой-то кейс решить там по оплате Окей. картой. Вот, ему там Мгм. просто порекомендовали кто-то там в тусовке случайно, да что ты, чувак, вот открой Криптериум. И он так вдохновился этим, что просто взял и залистил Coinbase. И я Мгм. встречался с ребятами с Эфириум, они, я не знаю, можно это рассказывать, нельзя, но у нас трушный диалог с тобой сегодня, поэтому, наверное, можно. Вот, и он Да. говорит, я, говорит, просыпаюсь, и мне в чат пишут, что мы залистились на Криптериум, и я пишу своим На ребятам, Coinbase. Да. на Coinbase, да, я пишу своим ребятам, типа, это скам. Он говорит, М. да какой скам, у тебя там объем уже это, больше 30 миллионов долларов. М. Короче, он сам проснулся от того, что ему просто написали, что их залистили, а он написал, что это скам. Короче, случайным А образом Они, вообще. они на самом деле так и делают. Ну, в смысле, у нас так же было. То есть они просто пишут, Да? типа, вот вы там один из 100 проектов, которые мы смотрим, потом вы там один из 30 проектов через месяц, потом вы там один из трех, и понеслась. То есть здесь, ну, видишь, Круто. это, я думаю, у нас это случилось, во-первых, потому что, ну, на самом деле, проект не СНГшный, а Австралия, это раз. А два, из-за того, что мы же на Times Square висели. По-моему, вот Ну в это да. время, в прошлом году у нас была большая реклама на Times Square, что покупайте Time. То есть Дорого оцените реклама стоит каламбур. на Times Square, Серег? Да, я не знаю, видать, в смысле, так как февраль был довольно скромно вышло. То есть мы неделю там висели, по-моему, там трехминутная ротация, 15 секунд каждые 3 минуты в течение недели. Всего, по-моему, сотка баксов все было. Совсем недорого. Круто. Круто. Вообще. Это Ну, недорого. я был приятно удивлен. То есть, да. Слушай, а комплайнс вот перед этой рекламой, он большой, чтобы туда попасть? Комплайнс, проверка А, вот перед размещением. Или лицуха нужна? Слушай, ну у вас все проще, у вас же австралийская да, лицензия да, есть да, на... да, да. То есть это из-за того, что Австралия как бы все гораздо проще. Ну, в смысле, у нас же Да. как бы, ну, опять же, я хоть и говорю по-русски, я как бы скорее австралиец, чем, Ну чем да, русский. да. Не, ну ты, да, ты больше австралиец, конечно. У тебя и паспорт австралийский, и все корни уже проекта оттуда Уже, совершенно да-да-да. строятся. Ты Уже даже сколько там уже. это, ты даже там в Австралии мух обзываешь уже биткоином. Я эту статью Я в читал, мире, когда в он мире, в мире, скидывал. бро. В Это мире, в же это ж мире, не первое, просто. в мире, это первое существо живое, которое назвали биткоином. Это мы сделали. Да, довольно прикольно. Там это Слушай, а тебе по весело. приколу просто, это по фану, или это такой тоже, ты проводник масс adoption? Ну, типа, не, ну Не, ты-то ну точно это, проводник масс adoption, там, посмотря на твои только татуировки, короче, ты точно человек, который за крипту всей душой да-да-да. и телом. Да-да-да. Не, в смысле, это не то, что по фану, ну просто, во-первых, помочь этому какому музею, да, то есть Австралийскому музею, они там много делают для флоры и фауны и сохранения этого дела, да. А во-вторых,
Ну, если бы королева не умерла в тот момент, когда мы выпустили эту новость, я думаю, она бы прогремела получше, чем она прогремела. То есть, естественно, как бы этот пиар ожидался гораздо больше, чем он был. И в-третьих, ну, в смысле, масса adoption вообще прикольно, это же охеренно, да. То есть, там, следующее, если там читает Википедию, как зовут эту именно муху, ее, правда, хер найдешь, правильно? Она там в лесах этой Папуа Новой Гвинеи обитает. То есть, ну, допустим, ты ее нашел, думаешь, как зовут муху? И они говорят, о, это биткоин. Ты думаешь, офигеть. Понимаешь? Ну, прикольно с этой точки зрения. Получается, это первый официальный случай, когда живое существо назвали Да, биткоин, да? да, Прикол, хочешь, я расскажу, короче. Когда да, у меня да. родился сын, когда у меня родился сын, Таня, первый, я пошел в Мгм, этот. Ну, соответственно, по МФЦ еще тогда не было, был этот. Ну, короче, херня какая-то была. Ну, туда надо идти, ну тебе да. дают бумажку, и ты там пишешь имя в паспортном столе, и тебе выдают свидетельство о рождении. Вот и там, значит, рядом со мной чувак сидел, и он какой-то там имя писал. Блядь, Мгм, не знаю, и длинное, во-первых, из цифр, из букв, и отдает, значит, в паспортной столе этой женщине. Вот, и она спокойным лицом берет и начинает выписывать свидетельство о рождении. Вот, и он у нее таким возмущенным голосом говорит, а вы что, даже не удивитесь? Она говорит, после мгм. королей львов, эплов и макинтошей я уже никому не удивляюсь. То есть есть в России, есть в России человек, которого зовут там, я не знаю, там, э, даже не знаю, с Макинтош, номерами, да, через тире. iPhone, прикинь. Айфон, да. А прикинь, Ну, кто-то, Серег, назовет, когда тайм здесь опять пробьет очередной АТХ. Вот, а это вполне возможно, посмотря на вашу циркуляцию. Я знаю, что в рынке-то не очень мало, на самом деле, тайма. В этом-то прикол его. да, да, да. То есть, Да, в этом, в основной. этом, в этом и прикол. И что ты говоришь, Да, в этом прикинь, что? прикол. Прикинь, кто-то пробьет АТХ, и кто-то назовет своего, например, ребенка тайм. Так это довольно удобно, понимаешь, потому что это же не обязательно отсылка к этому. Это видишь, когда Да там нет, Илон ну, Маск свой, Илон Маск, там, знаешь, там и CZ, э, как его говорят, что time is the most valuable resource, да, то есть время это да, да. самый, самый, эм, самый, как его, э, Ну, самый дорогой востребованный ресурс, самый ресурс, ценный да, на самый самом деле. дорогой ресурс, то у нас обычно, знаешь, там спайк идет по цене. То есть это так просто, опять же, это игра слов, и кто-то, я уверен, что, если честно, на данный момент я уверен, что есть люди, которые зовут Тайм. Ну, нет, стопудово, что они в мире-то есть точно, потому что это вообще давнишняя вещь. То есть время самый дорогой ресурс, это правда. Слушай, а расскажи, есть корреляция, когда, например, какой-нибудь Илон Маск или Сизи что-нибудь связанное с таймом пишет? Это же часто Так вот, пишется. я говорю, я же говорю, там это, когда последний раз Илон написал, это было, по-моему, пару лет назад, он этот, как его, там у нас спайк был, по-моему, процентов на 70, что ли, выросли. Довольно прикольно. Нормально. И тогда Нормально. еще Coinbase не было, понимаешь? Если бы тогда Coinbase был, я думаю, там бы все было 500. Да. На Coinbase хорошая органика, они подхватывают, смотрю, нормально так трейдеры, когда есть какой-то тренд. Когда вот я Да-да-да. наблюдал несколько раз за ваши трендовые истории, Футрас еще тоже, когда в канале у себя М, написал. И как дальше начали м. объемы раскручиваться. Я смотрю, когда тренд ловится, Coinbase, если заловил эту историю, то дальше тайм прет вообще нормально так. Не, да, это довольно интересно. Ну, в смысле, это как планета вращается, да, то есть начинается, допустим, с Азии, Мгм. с Австралии, с СНГ и так далее, заканчивается все в Калифорнии. То есть довольно прикольно. Серег, что полярная звезда для тебя вообще? Куда бежишь? Когда ты придешь и скажешь, блин, этот старый пират Серег Сергиенко, у него все случилось, все хорошо. Видишь, надо мной смеются, когда я это говорю, да. А, это я хочу, чтобы 2 миллиарда людей снизу получали как минимум $5 в сутки. Ну, в смысле, это на самом деле так. То есть и с этим всем все случится. Я объясню, почему так. Потому что когда у нас вот CGU оригинально была гильдией, и в гильдии что было, то есть у нас было 20 тысяч людей, которые получали по $5 в сутки, играя в акции Infinity на тот момент. И там такие вещи люди между собой делают, именно используя токены, как только они понимают, как это работает, это просто пипец. То есть, ну, для разгона, знаешь, начинают там, те, кто сразу не потратил, начинают занимать их тем, кому надо потратить сейчас. Там вообще там целая экономика строится вот прямо с нуля из-за того, что у людей просто есть токен, в который они в определенное время верят.
То есть это, ну, для меня вот полярная звезда вот именно это, то, что, опять же, то, что те люди, которые в банковской системе по каким-то причинам не участвуют, чтобы они участвовали в криптовалюте. Круто, круто. Так что у Ну, меня начинаешь ты свет такой. зарождать этот рынок с фриланса. Я понял, короче, что тебе интересно. Тебе интересно людям давать возможность, что в CGU у тебя такая вещь прослеживается, что во фрилансе в этом, в Labor Ну, бро, X. смотри, вот я тебе так скажу, смотри, почему нет этого, как у нобелевских лауреатов с Африки? Или почему мы них не слышим? Знаешь почему? Потому что будущий лауреат Нобелевской премии с Африки, он занят тем, что он доит своего козла для того, чтобы прокормить своих этих, как его, братьев и сестер, которых у него 100-500. Ну, понимаешь, да? И то есть из-за того, что он просто не проходит селекцию для того, чтобы в нем кто-то что-то разглядел. И если это сделать, и в смысле ты в твоей академии такое же, понимаешь, у тебя же так же получается, начинаешь прям с базового уровня, а потом выходишь и, и получается что-то отдельное. Это на самом деле охеренная возможность давать людям такую возможность. И более того, когда ты это даешь людям, они настолько благодарны, что это просто ужас. Ну, просто Ой, вот это пипец. круто, кстати. Это реально круто. То есть я иду, где вот даже вот по Дубаю, например, там меня часто останавливают, и много кто говорит, типа, спасибо вообще за возможность. Типа, я отучился у вас на таком потоке, я вот на таком, а я вот здесь в Дубае только потому, что я прошел там вот это. Ну, короче, это приятно. Сейчас мы еще, знаешь, какой Это поток да. запустили? Мы сейчас М, готовим менеджеров. В м, общем, мы здесь столкнулись с такой фигней, что на рынке хрен найдешь проект-менеджеров, а экосистема Это растет, да. продуктов много, и везде нужен проект. Поняли, что вообще искать трудно. Давайте попробуем растить, короче, из тех, что есть. И мы запустили сейчас целый поток подготовки проект-менеджеров. Так что это тоже М. типа, удобно. И вот такие Не, проекты, которые в рынок что-то дают, value дополнительно. Например, вот LaborX в рынок дает value, дает, да? Это место, где я могу м, найти себе сотрудника раз, где я могу предложить свои услуги, если я разобрался. Кстати, вот здесь у нас очень м. крутая коллаба может на уровне академии случиться. Я не знаю, почему мы это еще не сделали. Да, я тоже не знаю, почему мы это не делали. Давай, А вот давай, здесь, давай, кстати, можно давай, сделать. два. Мы, прикинь, мы вот сейчас будем То есть, выпускать, считай, готовых людей под работу. И почему бы м, не сделать здесь вот партнершип с давай, LaborX? бро. Тем более это надо все делать быстрее, пока чат GPT, блин, и AI не сделал те профессии, которые мы говорим, Ты веришь в не это, да, востребованы. что эта штука заменит полноценно вот эти профессии все, копирайтинг, дизайнер? Ну смотри, я знаю, что уже есть такие вещи, например, я сейчас скажу тебе. Смотри. Я тоже знаю, Есть дофига уже. профессии, Да, дофига. есть профессии, я сам в шоке, да. Есть профессии, которые называются prompt engineer. Да, уже есть профессии, которые называются prompt engineer. Prompt engineer – это тот, кто э, составляет эти, как его, э, э, промпт по-русски как? Это тот, кто составляет условия, которые вбиваешь в чат GPT, да, то есть ты вбиваешь там, в зависимости от того, что ты туда напишешь, он тебе выплюнет определенную вещь, да. И то есть такие профессии уже есть, ты просто в шоке. Представляешь, это с точки зрения верю или нет, да, в перспективе 10 лет точно. С точки зрения того, что там в следующий, условно, год-два, скорее нет, но все к этому идет. То есть здесь, ну, знаешь, это же известная история, что ну, там, знаешь, там, как у студентам сейчас запретили на Западе использовать чат GPT вообще. Да. То есть, потому что там можно, условно, даже без плагиата такие вещи писать, что просто хер кто отличит. Нифига у тебя модная кружка, бро. Харли Дэвидсон мне подарил Ну друг. да, вот как Porsche, ну, Ну в да. форме поршня, да, получается. Да. Ну да, Не, на Porsche, смотри, да. это да. Здесь видишь, ну, условно, знаешь, это такая же будет фигня, как произошла в свое время там с кучерами, да, или с операторами лифтов. То есть, естественно, как бы, когда там пришли машины, или там, знаешь, и когда там первая машина проехала мимо брички с лошадьми, да, кучеры начали смеяться и говорить, да что это фигня, понимаешь? Но ничего страшного не случилось, просто кучеры переквалифицировались и стали водителями машин, условно, понимаешь, или там стали фермерами и так далее. То есть, здесь не то, что людям нечего будет делать, они просто будут делать другие вещи. Вот, и то есть, Другие поэтому, работы, как бы, ну, ну, другие занятости будут находить, да, да, ну, все конечно. верно. Я тоже не боюсь вот за это некоторые, вот,
убьются там какие-то. Да нет, слушай, люди, во-первых, поумнеют, может, некоторые, может, другое предназначение свое найдут, поэтому все нормально. Именно, бро. Понимаешь, равно Пойдут тому 100 лет работать в назад, Labor X. да, 100 лет назад не было профессии программиста, да. Видишь, а сейчас все хотят этим быть. Вот, и Ну это да. просто все как бы эволюционируется. И знаешь, если там освободить, допустим, тех же водителей этого, водителей фур от того, чтобы ими там часами, там днями сидеть в этой фуре, да, для того, чтобы куда-то ездить, может, они чем-то другим займутся. Ну, уверен. Знаешь, именно это, видишь, я отчасти пытаюсь сделать и в Африке, и в таких странах, как Туркменистан, допустим. Понимаешь, как бы в свое время у нас там, я думаю, кроме государства туркменского, мы, наверное, были самыми большими работодателями в Туркменистане во время гильдии. У нас вообще там что-то идиотское количество людей играло, там 1000-2 или что такое. Да? Так Круто. что... А смотри, а Слушай, а мы, у меня мы, такой с- мы с аудиторией вопросы будем брать или нет? Мы Просто сейчас интересно. будем, мы сейчас с тобой треп этот Окей. закончим, бессмысленный, Да-да-да. бесполезный. Вот, людей Да. помучаем окончательно. Потому что здесь как будто это общение двух старых друзей. Мы как мало чего полезного. Так Наверное, и сейчас есть. все-таки на вопросы, когда придут, что-нибудь полезное М. поотвечаем. Слушай, мне вот я такой смотрю, набор бирж у вас там, KuCoin, Coinbase, Bybit, BitGet, Gate. А, кстати, а Timex, что такое? Это ваша биржа какая-то? Да-да-да, это наша биржа. Это вот эта биржа, на Это вот у которой, которой которая, лицо есть австралийская, да? да, которая столичная, да. Круто, То есть, круто. ну, Слушай, с то таким есть, набором бирж просто можно уже дальше... Вам только сообщество надо еще, мне кажется, увеличить, и все. Там, да, Binance прям привет, говорит вам, и нет, ладошкой ну, машет. да, конечно. Не, Тем более вы бесспорно, старые, понимаешь, древние, говно мамонта. Вот, реально один из самых старых проектов. Ну, по-хорошему, это же все равно, по сути, знак качества. То есть проект живет, развивается, вот, не стоит на месте. Вот, появляются какие-то новые продукты. Вот, круто, круто. Вот, не, циркуляция бесспорно, бро, маленькая. да, Я уверен, что бесспорно, ты за и это видишь, время до хрена собрался. да, я как и говорил, то есть, видишь, как бы мы потратили очень много времени на девелопмент продукта, но это не совсем, скажем так, простой продукт, да. Потому что здесь с обоих сторон надо и заказчиков, и фрилансеров там вместе собрать и так далее. Это не очень просто. Но, в принципе, видишь, как бы сейчас, что называется, палец из жопы вытащили и начали уделять время именно маркетингу и напоминанию тем, что мы все еще здесь и все еще как бы kicking, все еще Ну да. работаем. Да. Я помню, когда у нас с тобой запуск произошел давным-давно еще, когда мы это не очень друг друга переваривали на заре еще крипто этого рынка. Да-да-да. Там что-то это писал, я тебе говорю, посмотри на свой сраный токен, он, короче, вообще это мертвый. И потом, когда вот началось какое-то оживление, нормально у вас такой памп вообще, приехал просто туда к 500, просто улетел. Не, ну там Вот, же, видишь, там было на минимуме 37 центов, а на максимуме 550, то есть вообще как бы огонь. То есть такого, конечно, мы не ожидали. с Ну, в смысле, 30, ожидали, но я думаю, 1000 не за горами. ну да, да, не, круто, круто. Не, улететь настолько, там, типа, на 500 баксов, это нормальная такая история. М. Вообще нормальная. Кто в этой истории был в катке, кто досидел, а сидеть было сложно, наверное, прикинь, вот с Ну 2000, да, когда у вас ICO это было? 2016, наверное, 16, 15. да. Вот, досидеть до 2022 года. Вот кто досидел, наверное, это, кайфанул по полной. Ну да, не, бесспорно, ты что там, если кто сидел, да, и кто покупал там по $2, я знаю много людей, которые покупали по $2, ну, нормальный такой иксы, что там 250 иксов в пике вообще. Причем, Вообще, видишь, там объемы были тоже нормальные, понимаешь, то есть там вообще довольно прикольно все было. Ну, я уверен, что это повторится, так что да это все, понятно, что повторится, потому что вы за это время, я уверен, еще куча бесполезных токенов из слабых рук уже забрано. Вот, более-менее, но если кто не понимает, как это делается, то есть много уже, я думаю, токенов контролируется, уже нет такой нагрузки на стакан, как ну, понятно, раньше была. Одну да-да-да, циркуляцию посмотреть, какие-то понты токенов-то мало на самом деле, даже циркуляции 700, мало. 700 тысяч, 700 тысяч всего. Поэтому такой проект, как Тай, можно, конечно, это отправлять в небеса, короче. Добавляй, М. расти сообщество, добавляй продукты, вот, подгоняй крутые новости и отправляйся в полет, короче, хоть каждый день.
давай, знаешь, что сделаем? Давай, Вопросики ты мне посмотрим. будешь помогать, ты мне будешь помогать с сообществом русскоязычных, а я тебе буду помогать с сообществом English speaking ones. Да, Все, да, нам сейчас нужно будет это. Ну, чуть, мы к этому сейчас идем. Наша задача сейчас доделать продукты, потому что сейчас да, да. у нас много чего доделано, но на экономику влияющих продуктов их мало. У нас там, по сути, есть этот лаунчпэд на экономику влияющий, автофарм. Вот сейчас мы переделываем. Сейчас Swipe to Trade. На консенсусе, кстати, будем презентовать в Остине. Swipe to trade вообще мне нравится. Ты мне Да, показывал, зашло вообще прикольная штука. это пушка. Это все на экономику влияющие продукты. Плюс вот Cosmic Foam М, выходит. И потихонечку вот сейчас новый сайт у нас подъедет, мы его там переделаем. И можно будет уже, конечно, на другую аудиторию. Вот, и здесь, конечно же, я за помощью приду, потому что у тебя здесь это больше как бы скилл. Я-то такой в СНГ пространстве жил, потому что до конца из серии, короче, не мог себя принять. Знаешь, там, типа, что я такой готов к этому, идти туда. Но я хочу сейчас сказать, что, блин, готов, потому что даже посмотреть на наше голосование, что мы там устроили на Байбите, мы Да, там просто прикольно. Это было, конечно, зарок-н-роллили. огонь. Это было, конечно, огонь. Так что вообще, это, ну, опять же, это ж рекорд был всего Байбита, правильно? Да, да. С этим можно уже двигаться, то есть уже. Причем сообщество такое заматерело, утрамбовалось, они тоже пережили разное. Вот. Не, Не я, разбежались. смотри, я еще там, помимо этого рекорда, там, мне кажется, рекорд был за самое быстрое достижение миллиона голосов. Потому что я смотрел, и он, как только вот этот обновился, я не знаю, там Вот так. обновление шло там 3 секунды или что такое, да, вот я там был с самого начала, и Да, этот, да. и за первые 3 секунды там уже 900 тысяч сразу, я думаю, нифига себе, как бывает. Да. Да, да, это вообще рок. Там в первые 15 минут, по-моему, 3 миллиона долларов там проскакали мы. Ну, короче, это круто. Да. Это круто. Это вообще огонь. Так, а чё, где нам эти смотреть Вопросы читать? вопросы-то? Да. Так, коллеги, кто нас слушает, кто там нас слушает? А нас слушает, в Ютубе нас слушает 220. В Ютубе нас слушает 223 человека, Серега. В моем Мгм. Телеграме слушает 84. Так что здесь Мгм. это еще потом посмотрят запись. Но мы сейчас для тех, кто здесь слушает. Поэтому давайте пишите. Я вот с Ютубом здесь сижу. Пишите в комментарии в YouTube. Вопросики ваши сейчас я задам их Сереге, если вам интересно. У нас, короче, сразу, чтобы поняли, здесь партнерство вообще складывается. У нас академия, которая готовит очень много людей. Тем более сейчас мы запустили там новую историю подготовки проект-менеджеров. Мы сейчас придумаем какую-нибудь коллабу с Labor X, чтобы все эти наши люди, которые у нас отучились, получали какой-нибудь там это. Или Прикол, наши типа люди, там, которым да, не хватает этого такого. Или наши люди, да, которым не скиллап хватает приходили к нам, скилла. да. Да. Да, да, придумаем обязательно какую-нибудь историю. М. Вот. Так, здесь, короче, много приятных комментариев. Серега Best SEO. Здесь с этим я не могу не согласиться. Серега сам по себе очень крутой чувак, который прошел Спасибо, бро. все и в 2018 году маски не продавал. Вот, это просто прикол. То есть, типа, помнишь то время, когда люди криптой занимались, а потом там, типа, что маски нужны? Да-да-да. Помню. Тогда да, самый не, ну там маски, там все же надо было, да, там маски, потом тесты пошли, там вообще нормально. Я знаю много людей, которые, блядь, обогатились на это. Ну, понятно. Ну, когда ты занимаешься одним делом, круто, когда ты им занимаешься. Мне вот, например, по кайфу общаться Не, с людьми, конечно. с которыми уже очень давно, и они делают все то же самое. Знаешь, все то, что и М. делали. Ну, грубо говоря, шли и развивались в Да-да-да. этом рынке. Хотя было разное, выживать надо было по-разному. Вот. Круто, что выжили, круто, что идем дальше. Вот, офигенно. Ладно, давайте Это вопросы. прикольно, конечно. Какие вопросики давайте? Так, как вы относитесь к тому, что... Ну, это такой вопрос не хочу задавать. Серег, как ты относишься к тому, что биткоин может упасть до 15 тысяч? Как ты относишься? Да, без разницы Да вообще. похер. То есть, даже, этот, как его, Просто мы уже мы переживали, когда он биткоин, до трехи падал. Поэтому нам так уже... бро, мы переживали, когда он падал до 700 тоже. Да, Понимаешь, и он да, и там из 300 и до 30 и так далее, там все как бы, ну, закупимся дешевле, господи. да. Так, какие новые партнерства планируются у Хрона? Смотрите, я не могу сейчас назвать имя, но с одним из проектов Короче, с первой страницы в ближайшем будущем. понял. Большое. С первой страницы CoinMarketCap, правильно? Да.
Нормал. И как еще одна подсказка, мы были первыми инвесторами в этот проект. Я не знаю, Ну, кто, вообще может быть, огонь. что-нибудь изучит. Серег, а ты много куда инвестором-то был, да? Вот так, если, типа, назад собрать инвестиции, да? Было бы круто. Ну да, конечно, ты чё, там этот, ну И у вот, тебя много ты сказал, разбросано, ты еще дофига ждешь проектов, я уверен, да? Которые еще только строятся. Много ждешь? ну, конечно, ну вот ты этот, как его, Choice сказал, да, Криптериум а-ля Choice, вот Да. мы там инвестировали тоже чутка. То есть, нет, конечно. Ну, смотри, мы как бы мы ж в свое время вот все, наверное, 90% ICO, которые вышли с СНГ, первыми инвесторами в них были мы. И мы раскачивали ICO. Ну так. То есть, да, конечно, Не там знаю, инвестиций сейчас много. это, типа, хорошо говорить об этом или плохо, но... Не, ну как, в принципе, был рынок, мы делали, понимаешь? Да, понятно, я тем же занимался, вот, грубо говоря, Мгм. просто это так случилось, что эти проекты ни хрена ничего не сделали, вот, и мне до сих пор прилетает. Многие обосрались. Ну вот про тот, который я сейчас говорю, он далеко не обосрался, и он с 2017 года. Это было это было второе по быстроте ICO, то есть после бата. То есть BAT это Мгм. Brave. Brave было самым Мгм. быстрым. Там закрылся, по-моему, там что-то за один блок эфира все закрылось, да. Причем аллокации были, по-моему, по одной Все эфирке. сборы, да? Да, все сборы. Они Круто. собрали там что-то 36 миллионов, что ли. Нет, 30 миллионов за 10 секунд. Вот. А второй был вот этот проект, который я не могу озвучить, но с ним у нас будет партнерство. Окей, давай вопрос, Серег. Сколько человек в команде и где находится главный офис? В команде, наверное, разработчиков больше интересно. И где находится Разработчиков, главный... Да. разработчиков у нас человек 40 на данный момент. А главный офис, я затрудняюсь сказать, почему, потому что, ну, как истинный криптан, у нас все децентрализовано. Понимаете, я бы с удовольствием, ну, как я до сих пор верю, я до сих пор как бы горд, что у нас там единственное, для чего есть счет, это для того, чтобы, там, я не знаю, за электричество платить, или там за интернет в не главном офисе, понимаешь, или там или за хостинг. Вот, а так, если честно, мы, ну, так как мы в децентрализованном обществе и в индустрии, я как бы стараюсь делать именно так. То есть у нас все разбросано, все ремонтли. То есть как по факту офиса нет. Ну, если там придет какие-то письма слать, тогда в Австралии, в Сиднее. Понял. Серег, скажи мне, пожалуйста, еще такой момент. У тебя команда все-таки разработчиков СНГшная или она вообще многонациональная? Имею в виду, что СНГшная – это что? Украина, Россия, ну, то есть все наши страны СНГшная. постсоветского пространства. СНГшная. Я вот заметил, что СНГшная, у огромного количества проектов, про которые мы говорим, типа международные, крутые проекты. да-да-да. Я вот недавно с разработчиками Aptos познакомился. Вот, и Мгм. они как бы тоже СНГ пацаны. Вот так вот. Не, ну, Хоть и с скажем так, израильским патентом. мы же знаем, что этот, скажем, второй самый популярный язык в крипте, это на самом деле русский. Знаешь, в 17 году, знаешь, в Нью-Йорке, когда ты идешь, и знаешь, там по Бродвею, и там русскую речь слышишь чаще, чем английскую в блокчейн-тусовке, думаешь, нифига себе, как пришло, как получилось. Ну да, ну это действительно так. Хотя в огромное количество хороших именно разработчиков, в том числе это на Украине. То есть вот у меня, например, в Не, команде... я не говорю, что я говорю русскую речь, естественно, Ну да, бесспорно. да. На Украине, в Украине этот дизайнер очень хороший. Ну, вот, дизайнер, UI, UX, вообще огонь. Да, да, да. Окей, если сейчас здесь такой вопрос, в каких проектах вы были инвестором? Просто там целый огромный список, Нет, куда там, Серег там... там мега, мега много всего. Там просто, знаешь, Просто я потому что, назвал цифру, по которой Серега добегал. И вот, чтобы вы понимали, это человек, который вот тоже жил рынком, и вот вечно инвестировал, разбрасывал. Даже вот на рынке в какой-то момент была такая, Серег, это легенда, что типа за деньгами надо к Сереге Сергеенко идти, он инвестирует, короче. ну, потому что, видишь, я как бы инвестировал без investment committee, обычно же как, investment committee, там, due diligence туда-сюда, а я такая, ну, перец нормально выглядит, прикольный парень, давай, ну, вот он там соточку, две-три. Без проблем. Ну, так было. Вот. Ну, сейчас как бы... Ну, эти времена закончились. Да-да-да. Не, ну раньше, видишь, там западло было меньше, чем 500 эфира заносить куда-то. Видишь, Ну да. ну, а сейчас как бы, конечно, цена эфира позволяет. Ну, так раньше было довольно прикольно.
Вот Окей. смотри, как его, я был инвестором в этом, в Телеграме ICO, да, который мне вернули, по-моему, там 76% обратно. Вот. Но я заливал эфиром и считал в этом эквиваленте. И как бы заплатили долларами, но в принципе, ну, в долларах я не в минусе получился. Ну, круто. Ну, хорошая, получается, позиция была. Ну, да. Окей. Серег, ожидать новых листингов тайм? Здесь спрашивают. Каких, когда ожидать? Люди, знаешь, вот до сих пор меня удивляют, люди ждут листингов, как будто это именно важное событие. На листинге все, что Это может не, произойти, когда ты уже торгуешься, это, блин, тебя могут просто еще больше ободрать. Либо перед листингом зайти и на листинге выйти. Вот, наверное, все, что но нужно делать. это не панацея. И я знаю проекты, и в частности, вот этот, о котором я говорил, который на первой странице CoinMarketCap, они залистились на Binance, как бы в январе 2018. И этот Мгм. листинг, это был, я, конечно, в шоке был там, и этот листинг пришел, там цена упала с $2 до, по-моему, 15 центов на листинге на Binance в январе 18. Так что, ну, листинги это прекрасно, то есть мы как бы, ну, надо понимать, что мы не просто, знаешь, листинг из-за того, что листинг, потому что, ну, у нас есть примеры, когда там из-за того, что мы были залищены где-то, да, там маркетмейкер у них коряво работал, он просто цену вниз толкал постоянно. Ну, вот это, конечно, не топ-тир, не топ-10 бирж. Но, Да. нет, кстати, вот эта биржа была, если честно, она была в пике, по-моему, пятой. Вот именно, о которой я говорю, у них маркетмейкер корявый, они просто как бы цену укатывали. То есть мы сказали, извините, до свидания, нам не надо листингов. А к листингам относимся довольно стратегически, и мы не делаем листинг ради листинга, мы делаем обычно листинг для того, чтобы взять комьюнити в этой бирже, условно. Ну, то есть, чтобы у этой комьюнити был доступ к нашему токену. То есть, и листинг это далеко не панацея, мне кажется, партнерство это больше значит. А листинги, да, следует ожидать, но не лоховские. Меня тут это поправили, в комментариях написали: Владислав, прошу не на Украине, а в Украине. Так, всем пардоньте, извините. Вот Я вот видишь, я исправился, видишь, я я понял, думал, я только я слышал, что ты поправил. справился, я понял, что я типа неправильно сказал, и Да-да-да. сейчас мне прилетит. У нас 30% сообщества, оно с Украины, вот. И это прекрасно. Вот. Миру мир и все дела. И, кстати, вот такая повестка, Серег, скажи, что вот, например, в криптовых кругах, таких, которые давно этим занимаются, нет никакой вообще, всем до балды, короче, все общаются друг с другом нормально, друг к другу относятся. Никакой вообще. Смотри, согласен 100%, как бы Меня не то, только что не до выгнали из балды, чата а все, криптоалкоголиков. смотри, да, не то, что не до балды, не то, что не до балды, а как бы все переживают, так как нормальные люди Да я должны. просто неправильно И выразился. У направить, всех да, болит, естественно. да. Просто, блин. Вот. А криптоалкоголики, да, ну там все парни на нервах, там меня оттуда кикнули. Меня оттуда кикнули за то, что я недостаточно жестко отозвался об этом. Я объясню, почему я это не сделал, и тогда не мог это написать. Потому что я сидел в отеле, который в этот момент, когда меня кикнули, я сидел в отеле Сент-Риджес напротив Лубянки. И понимаешь, и последнее, что я хотел делать, Не говори такие слова, не говори, не будем привлекать внимание. ну да, вот, короче, меня отсюда кикнули за то, что я недостаточно жестко отозвался об этом, ну ладно. Ладно, хрен с ним. Переживем и это, все пройдет, как говорится, и это тоже пройдет, все проходит. М. А еще главное не говорить об этом, а дела делать. Вот, можно не говорить на публику, но много чего делать. Вот, и я Бро, вот знаю, это именно, и это зачастую очень важно. да, поэтому вот лучше делать. Окей, так, значит, сталкивались ли вы с... вот здесь такой вопрос, он будет больше от Вселенной. Сталкивались ли вы с выгоранием и что делали? Серега, естественно, сталкивался с выгоранием, он на рынке давным-давно и сталкивался, я думаю, не раз. Серега, как ты с Да, не, выгоранием? конечно, ты что? Как не Я терять вот это, мотивацию, короче, толкать свой продукт и проект столько лет, вот, и продолжать, короче, верить и тащить его, и тащить, и тащить. ну, Другой смотри, бы уже на твоем месте, уже был столько циклов рынка, сказал бы: пацаны, все, извините, конъюнктура не, поменялась, все, ну, до свидания. смотри, я объясню. Просто цель должна быть достаточно большая. Да, то есть, условно, как я вот, знаешь, говорил, там, знаешь, там, миллион до 30, миллиард до 40 и так далее, да, и потом, как бы, а здесь сейчас я озвучиваю цель, там, 2 миллиарда людей по $5 в сутки. Цель довольно большая, и с выгоранием справляется, ну, если не я, то кто?
То есть я обычно себе такой вопрос задаю. И в смысле это дело благое, и мне кажется, я делаю очень хорошие дела с точки зрения кармы. И поэтому это драйвит. Все правильно, я тоже этим живу, короче, потому что цель, она больше, и она заставляет М. двигаться. И то, что мы сейчас делаем, оно очень маленькое еще пока. А люди, знаешь, даже в этом видят там это, вот, Ну да. Да не, короче, это знаешь, это такой же, так, почему-то, ну, не знаю, нас, да, народ начинает, вот вы там, блядь, цена обрушилась, допустим, да, а вот вы, сволочи, там, от комьюнити выходили. Понимаешь, если я не выходил по $500, когда было 500, зачем мне выходить по 200, когда оно было 200? Понимаешь, ну, вот если мы говорим про тайм именно. И народ не понимает, что как бы для того, чтобы сделать то, что мы задумали, нужны ну, это гораздо детище, больше к другому силы, относишься. А? Ну, это детище, вообще отношение другое, Ну, просто люди конечно. немножко не понимают. Особенно, когда ты в это детище законопатил столько, сколько, например, ты законопатил в тайм, или я законопатил Ну да, в DAO. Ну, ты знаешь просто всю картину, короче, поэтому мы да, с тобой это обсуждали по пьяной лавке. да. Чего вы только не ожидали по пьяной лавке. А сейчас Ну это вот мне все, здесь все пишут, трезвенники. сейчас мне пишут, Сергей, как вы справляетесь с хейтом? Дайте пару советов Владу. А ты, по-моему, нормально справляешься с хейтом. Ты просто обратно посылаешь нахер, нет? И ты это же делаешь, да, вроде? Я по жести так нельзя, на самом деле, надо типа наблюдателем А нет, нет, превращаться. нет, нет, должно быть отношение, наверное, собака лает, караван идет. Ну, такое отношение. То есть, естественно, понимаешь, в любом, и кто народ не понимает, на любом росте любого актива или на любом падении есть те, которые делают деньги, а есть те, которые теряют. И их число с точки зрения количества денег это одинаково. То есть условно, на любом движении вверх заработают условно 100 человек и протеряют 100 человек в долларовом эквиваленте, да. Вот, и здесь, скажем так, просто прикол в том, что те, кто сделали, они не будут в чате орать то, что «О, спасибо, парни, вы охеренные», понимаешь? А те, кто, к сожалению, там потеряли в этот момент, опять же, это именно в этот момент, потому что, как известно, теряешь только тогда, когда продаешь. А те, кто потеряли, конечно, будут визжать и орать в чате, что вот вы козлы, уроды и пидорасы. Понимаешь? И здесь просто хейт по-любому будет в любом случае. Да, понимаешь, я уверен, что даже у Далай-Ламы очень много хейта, особенно с китайской стороны, понимаешь, а он там святой человек, условно. Классно сказал, я запомню эту, кстати, историю. У меня прям это сейчас отозвалось. Будет ли совместный подкаст в студии МДАО? Будет обязательно подкаст с Серегой. Серега тоже очень интересный человек, как человек. Вот, очень настоящий, кайфовый, поэтому когда он прилетит обратно в Дубай. Ты когда, Серег, прилетишь обратно в Дубай? 20, Прилетишь? 25 на месте. Да, Вот, 25-го. супер, супер. Ну Давай, вот и давай, сделаем. может, в начале марта бахнем. Очень хочется с тобой подкаст сделать, да, потому что есть о чем поговорить, такое людям раскрыть, все немножко не понимают, может, что-то за личность, вот, а ты такая личность интересная, вот, сильная, классная. Книга будет интересная, Вопросы, бро. короче, Знаешь мои какие-то не истории. вопросы, то есть не по делу там все вопросы, вот в канале у себя спросил, а тоже вопросы какие-то такие себе. Как дела у него спроси, Серег, как у тебя дела? Нормально? Нормально, господи. Да, смотри, у нас ночь, ночь это. У меня сколько? У меня 2 часа ночи. Ой, ну все, то я тебя отпускаю, Серег. Все, короче, это такая Да, беседа, вы ребята, накидываете. Серега, мы подожди, всегда на контакте, на подожди, мы связи знаешь, что не всегда. сказали? Всё. Бро, мы знаешь, что не сказали? Мы не сказали, что это стейкинг. Сейчас у нас двухсторонний стейкинг открыт, так что если у вас есть Да, MDAO, идите, стейкайте, чтобы покупайте получать тайм, тайм. стейкайте, получайте МДАО, покупайте МДАО, стейкайте, получайте тайм. Если у вас есть, Да, то несите есть это тайм довольно в прикольная тема. платформе тайм. Очень крутая, да. Две стороны, сообщающиеся сосуды. Еще идите в сообщество тайм. Там, в отличие от других чатиков, вас не обосрут, ничего. Там нормальные, кстати, люди. Я вот зашел, мне там по приколу даже было пописать. Там реально адекватные чуваки, М, которые искренне, кстати, тебе доверяют, тебя ценят. И там, смотрю, это очень дружелюбная атмосфера. Это круто. Ну, Для СНГ слава богу. сообщество это, знаешь, очень, очень, как говорится, нечастое явление. Потому что у нас напихают тебе просто в Да-да-да. гриву. Да-да-да. Да, И это всегда так что было, так. особенно помню во времена ICO, когда ты, короче, готовишь проект, у тебя куча чатов.
И вот СНГшный чат самый токсичный всегда был. Самый. Мгм. Вот. Мне, Да. кстати, удалось эту всю штуку перестроить. Я хочу сказать, что у нас вот сообщество, оно довольно-таки дружелюбное. Вот. Внутри получилось. То есть я вот смотрю, друг друга поддерживают, что-то помогают, подсказывают. А так вот, если я захожу, Ну, некоторые, особенно... это в основном те, которые там, знаешь, давно и как бы все уже пережили, понимаешь. Если новые залетные залетают, обычно типа там туда-сюда, вот там такие модные понеслась, понимаешь. Вот. А тогда. Здесь, короче, Серег, вопрос такой. Серег, твое мнение сейчас хорошая точка входа в тайм? Когда ждать следующий АТХ? Ну, стандартный вопрос. Ну, смотрите, как бы, во-первых, ни в какой актив, особенно криптовый, не надо по самые яйца заходить, да. То есть это раз. Во-вторых, не надо занимать деньги для того, чтобы заходить куда-то. Это два. А три, если вы ищете точку входа, ну, обычно работает такая вещь, что там dollar cost average. То есть, если у вас, допустим, $1000 есть в IT, входите, разделите эту сумму на 10 частей и входите, условно, каждую неделю по $100. И тогда вам будет не обидно, ну, просто вы как бы средняя цена вот будет довольно хорошая. И также с выходом. Ну, в смысле, если чтобы фому меньше было. А с точки зрения хорошего входа, ну, у меня есть друзья, которые там миллионами долларами заходили по $394, допустим. Ну, то есть, это на самом деле так. Я скупал по 300. То есть, в этом, я сам скупал по 300. Вот, и, то есть, ну, понимаете, Да-да, я мне знаю эту очень... тему. Серега, например, на этом Мне, пампе мне, просрал $1 000 000, вот, поддерживая, пытаясь поддерживать да, на волну. последнем. Да. А Да, на все думают, последнем. что Видишь, ну, заработать. фишка, да, фишка в чем, что, понимаешь, здесь как его, мне просто очень сложно быть объективным, понимаешь, и с точки зрения финансовой этики, да, и вообще этики инвестирования, ну, мне просто, как, скажем так, все будет хорошо, я в этом уверен. По поводу того, что надо ли брать на всю котлету или нет, это уже вам самим решать. Но я скажу, что на всю котлету брать ничего, если, ну, ничего не надо никогда. То есть, потому что разные вещи в мире происходят, понимаете. Допустим, год назад я не думал, что произойдет такое, что произошло год назад. Ну, это очень повлияло. Ну, именно вот как бы на меня и на весь мир, в принципе. Вот, и, то есть здесь очень сложно сказать. Ну, если бы я был там кем-то, кто именно лично не заинтересован в этом, да, то, в принципе, я бы на чуть-чуть взял. Да. И главное еще такое, это лично я бы тебе ответил, нет такого понятия, как типа хорошая точка входа. Вот, есть такое понятие определить, Согласен. короче, определить потенциал, вот, и где находится сейчас. Это как меня спрашивают, Влад, сейчас хорошая точка входа для того, чтобы биток купить. Я говорю, чтобы биток купить, нет, можешь покупать его всегда, нет такой штуки, как хорошая или нехорошая цена. Вот, короче, нужно понять следующее. Во-первых, нужно посмотреть на циркуляцию, раз. А во-вторых, другую вещь понять. Стоимость капитал всего рынка крипты меньше, чем капитал одной компании, которая на фонде есть, например, Amazon. А теперь мы понимаем, что весь рынок крипты меньше, чем Amazon, одна компания. И мы с вами понимаем, что находимся в самом начале рынка. Поэтому, короче, если вы покупаете проекты, у которых есть история, или у которых есть вижен, и у которых есть команда, и которые топят, короче, к этому результату, то вполне себе не опасно их брать на любом этапе. Поэтому дальше просто надо сидеть и ждать. И следить за средней ценой. Люди не умеют регулировать среднюю цену. Например, когда тот проект, который я брал, я в него верю, он фундаментальный для меня, например, по моей оценке, если он там где-то просел, то для меня это никак или иначе, а подарок судьбы, чтобы изменить свою среднюю стоимость входа в этот проект, и все. И дальше просто, как Здесь, говорится, здесь, купил, забыл, вспомнил, купил Феррари. не, и поэтому не надо на всю котлету входить, понимаешь, чтобы не было такого, что ты сидишь Конечно, и именно чтобы у вот, тебя была а, ликвидность. да. Самое главное в нашем деле ликвидность, ребята, то есть особенно в периоды высокого волатиля. Медведи. Да, Ну и в ликвидность это медвежку важно. тем Да, более.
Особенно, когда ты, короче, Да, конечно. поинвестировал везде и сидишь такой с софтами, у тебя дохера софтов бумажных, еще даже нет токенов, потому что они не залистились, эти проекты, которые ты поинвестировал, а уже там ликвидность. Нет, или в локапах, и потом этот Да, токен просел ниже цены входа, блин, причем цена была на сид. Ну, то есть такое да. тоже бывает. На private раунде тебе залетел, так знаешь. Вот. И Нет, ты такое, такой конечно, тоже сидишь весь бывает. миллионер, короче, понимаешь, что у тебя твои бабки просто разложены по херовой тьме софтов, и ты все ждешь и ждешь. Поэтому то, что там с вами происходит, Да, с такое. некоторыми, там, ой, я взял на ТХ, вспомните о тех людях, которые покупали Солану за 200. Да, или биток за 67. А, Да, биток 67. И у них тоже будет счастье. Просто надо посмотреть следующую серию этого сериала. Вот. Я, например, верю в биток больше 100 тысяч баксов. Вот. Потому что, еще раз, просто понимаю, что рынка нет. Капитализация всего рынка крипты меньше, чем сраная капитализация всего лишь одной компании, которая торгуется на фондовом рынке. Поэтому мы не о чем разговаривать. Мы в самом начале. Поэтому топим, валим, строим, Да, делаем и улучшаем. Серега, я тебя обнимаю, жду тебя в окей. Дубае. Вот. Разговор Да, бро, получился, спасибо короче, большое. такой дружеская встреча, но мне по кайфу было. А Да, дальше, когда ты приедешь, уже подкаст запишем, и там уже более подробно да, все давай. поговорим. Еще раз, Так что сейчас, огонь. Ребята, сейчас всем работает спасибо. стейкинг. Да, сейчас работает стейкинг Да. в две стороны. Стейкайте тайм на платформе у Хрона. Стейкайте там тайм, получаете MDAO. У нас стейкайте MDAO, получаете тайм. Это общая поддержка друг друга. И вот так должны поступать проекты, которые в новом мире существуют. Не конкурировать, а поддерживать. Вот тогда будет все the best натюрлих багбир. Вот, все дела. Окей. Да, окей. Окей, ладно, ребята, спасибо большое, Влад, как всегда, приятно. Давайте Да, продолжаем жечь. жечь, рок-н-роллить. Давай, Серега, Что, нас там обнимаю тебя. отключат, да? Что мне Сейчас нажимать-то? это, Все, сейчас. лив или что? Ну, все, ребят, всем пока. Отключаем машину эту.